Доброе время суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я вам хочу показать, как связать объемную сетку, которую использовал кутюр Брунелло Кучинелли. На разных пряжах эта сетка выглядит очень по-разному. Так, например, из пряжи 700 метров вот объемная сетка выглядит так. Также один из ее разновидов выглядит вот таким образом. Далее здесь пряжа у меня немного более тонкая. Здесь, смотрите, сетка выглядит более мелкой. И вторая сетка, которая в этой серии ролики будет показана, так называемая деревенская сетка. Прошу вас досмотреть ролик до конца, так как я буду показывать не только ручной способ переноса петель, но и перенос петель с помощью вот этой трансферной кареткой. Итак, еще можем посмотреть, вот как выглядит это из ленточной пряжи. Сетка объемная, очень красивая. Это из мериноса, но здесь есть небольшой секрет. Мы будем вязать эти сетки не только через иглу, как показано во многих роликах уже на ютубе. Я покажу, как это мы можем вязать на каждой игле, что очень облегчает работу и понимание. Вот сетка такая, она вся объемная, красивая. Итак, начнем. Набираем петли. Вот здесь, на этом образце, видно, что я здесь составляла такой небольшой край. Также этот край присутствует на этом узоре, который используется и вот в этой модели. Смотрите на фото от Брунелло Кучинелли. Так, начнем. Я наберу небольшое количество петель, например, 20. В данный момент я наберу через иглу. Соотношение фантур у нас стоит на P. То есть игла напротив иглы. Вот иглы, видите, они как бы даже бодаются. Вот тут сейчас хорошо видно, что иглы у меня практически бодаются, да. То есть выдвигаем тоже необходимое количество игл. И при вязании этих узоров, что важно? Важно, что крайние у нас являются вот иглы по верхней фантуре. Я беру нитку, заправляю. Набор простой. Еще здесь будет маленький совет для тех, кто заправляю нитку в каретку. Все кнопки отпущены. Вот, нитка заправлена в каретку, все кнопки отпущены. Плотность наборного ряда на 0. Ставим на 0. Проезжаем один ряд, провязываем. Ставим гребенку. А я повесила уже гребенку. Ставим ее симметрично по отношению к нашему образцу. И навешиваем на такое количество петель. Через иглу я повешаю 2 маленьких грузика. Симметрично тоже. Далее вяжем 2 закрепляющих ряда, как обычно. Итак, настройки каретки. Это вверх, это нажато. И провязываем 2 ряда. Туда, обратно. Мой здесь маленький вам совет. Сейчас мы сделали круговое вязание. И для того, чтобы был край
более аккуратной. Я советую сделать такой еще провяз. То есть отключить иглы передней фантуры и провязать 1-2 ряда только по верхней фантуре. Я провяжу 2 ряда на той же плотности. Теперь отключаем настройки каретки и вяжем немного резинку 1-1. Плотность выставляем на эту пряжу у меня где-то 4-4. Или как у вас соотношение фантур, чтобы была одинаковая плотность. И вяжем. Вот я провязала 10 рядов. И теперь уже я смотрела до того. Я увеличиваю в последнем ряду плотность до 5, пятерка по передней игольнице и 6 по задней игольнице. И провязываем последний наш ряд. Вот теперь у нас петли встали так, как нам необходимо. И дальше отметим свои иглы, которые у нас будут изображать, то есть на которых будет создаваться вот эта вот кромочка. Я думаю на этот маленький образец употребить 3 иглы. Я их отмечу здесь по верхней фантуре. Скорее всего, что надо взять мне маркер. И 3 иглы вот здесь. Вот эти отмеченные иглы будут у нас так, чтобы... Мы знаем, что эти иглы никогда не будут включены в работу. То есть у нас 3 иглы по верхней фантуре и 3 иглы по нижней фантуре. Далее смотрим схему. И рисунок образуется из того, что идет перенос петель с передней фантуры на заднюю фантуру. Узор состоит из 2 раппортов по высоте. Итак, первый раппорт у нас соответствует тому, что мы переносим крайнюю рабочую петлю. Это у нас отмеченная, это рабочая первая и это рабочая первая. В первом раппорте мы берем, у нас идут петли передней игольницы на 5-ю иглу, 5-ю с края, так как у меня здесь 3, или фактически на 2-ю иглу, на 2-ю рабочую иглу. И точно так же переносим все. Сейчас я просто перенесу каждую 2-ю иглу налево. Мне так удобней. И будет потом более понятно, что у нас есть иглы, которые мы все переносим влево. Все переносим влево. И далее у нас есть иглы, которые мы переносим вправо. В итоге у нас получится, что у нас по передней фантуре все иглы перенесены на заднюю фантуру. Все иглы у нас перенесены на заднюю фантуру. То есть сейчас у нас был раппорт, где у нас игла номер 1 по передней фантуре шла влево. В следующем раппорте эта игла пойдет вправо. И переносы у нас будут образоваться уже на вот этих иглах. Далее, это уже потом. Далее возвращаем в работу иглы. Соответственно, край и провязываем 2 ряда. И повторяем то же самое, только в шахматном порядке. Как я уже говорила,
Здесь у нас 4-я игла или 1-я рабочая идет на 1-ю рабочую. Одну, на эту мы тогда переносили. Теперь мы переносим. Опять у нас есть группа влево. В шахматном порядке у нас получается, да? И есть группа, которую мы переносим вправо. В том числе вправо мы перенесли и первые 2 рабочие иглы. То есть 1-я рабочая по передней игольнице, на 1-ю рабочую по задней игольнице. И так все эти иглы мы переносим наверх. Я не такая уж пчелка, чтобы, если вязать целую кофту, вкладывать столько труда. Поэтому я придумала, сейчас возвращаем иглы в рабочее положение и провязываем 2 ряда. Опять возвращаемся к тому, что нам сейчас, смотрите, нам необходимо сейчас опять 1-й раппорт. То есть 4-я игла у нас пойдет влево. Далее разберем, как же у нас происходит перенос петель трансферной кареткой. Во-первых, трансферная каретка работает, когда соотношение фантур стоит на H. Сейчас я переключила на H и смотрим, что произошло. У нас произошел сдвиг игл. То есть вот эта игла, которую мы должны перенести вот на эту, она отошла слишком далеко. Трансферной кареткой эта игла будет переноситься сюда. Для того, чтобы она перенеслась влево, нам необходимо сделать 1 шаг влево. Смотрите внимательно. Влево, чтобы игла, которую нам нужно переносить сюда, оказалась на полшага от этой иглы. Это я возвращаю, это нам не нужно. То есть вот эта игла сейчас будет перенесена сюда. Но у нас есть краешек, который нам нужно соблюдать. Поэтому я выдвигаю каждую вторую. Я выдвигаю каждую вторую иглу для переноса трансферной кареткой. Беру каретку, ставлю каретку на игольнице, и я выдвинула верхнее положение иглы, которые мне необходимо перенести налево. Рычажок этот поднимаю и провожу кареткой. Вот мои иглы, которые необходимо, они перенеслись. Эти иглы, которые мы перенесли, ставим обратно, то есть убираем в нижнее положение. Теперь нам необходимо перенести эту иглу, вот вправо нам необходимо перенести эти иглы сюда. Для этого у нас вот эта игла должна оказаться на этом месте. Поэтому делаем 2 клика вправо. 1, 2. Игла оказалась справа от иглы на верхней фантуре, куда необходимо перенести. И опять выдвигаем эти иглы. Выдвигание происходит из-за того, что здесь у нас по краю идет вот эти иглы, которые нам делают планку. И опять также рычажок у нас остается наверху, и проводим кареткой. Вот, обратите внимание, если хорошо машина настроена, то
все иглы очень красиво перенеслись. Я использую вот такой от 3-го класса через иглу, чтобы это все поставить. То есть я убрала, освободила иглы. И теперь возвращаю в рабочее положение необходимые иглы. И здесь надо смотреть, нам надо поставить и соотношение фантур тоже правильно. Мы, ориентируясь по этой игле, которая должна встать здесь, переводим соотношение фантур на H, и видим, что у нас еще здесь надо пройти обратно. Поэтому крутим вот рычаг, этот рычаг, крутим и наблюдаем, как у нас встают иглы. Один клик обратно. И выравниваем с этой стороны иглы. Эти иглы можно выдвинуть, можно не выдвигать. Провязываем 2 ряда. И опять мы вернулись на исходное положение, когда нам надо делать второй раппорт вязать. И помним, что у нас на втором раппорте у нас первая рабочая игла переносится вправо. Поэтому мы будем сейчас выдвигать только левую группу. Выдвигаем левую группу. Группа, которая пойдет налево. Далее, то есть вот эта игла должна перенестись сюда. Не забываем, переводим соотношение фантур и один клик влево. Берем каретку и переносим рычажок у нас наверх и проезжаем. Вот у нас все иглы перенеслись. Если какая-то не перенеслась, помогаем. Убираем эти иглы в нижнее нерабочее положение. Настраиваем вторые иглы, которые нам должны сейчас зайти сюда. 2 клика вправо. Выдвинули эти иглы. И не забываем, вот это 4-я игла, которая должна пойти на 4-ю. Эту или первая рабочая на 1-ю рабочую. Игла по передней игольнице находится немножко полшага вправо от иглы, на которую она будет переноситься. И проезжаем кареткой. На сей раз все перенеслось очень хорошо. Опускаем иглы, возвращаем в рабочее положение и выравниваем сначала. Передвигаем рычажок с H на P, игла напротив иглы, и потом делаем один клик поворота. Выровняли иглы и по этой стороне, и опять вяжем 2 ряда. Кажется, что это все сложно, но это сложно только пока все в начале. Далее так продолжаем и получаем в итоге такую красоту, что показано на модели Брунелло Кучинелли. Вот такая красота, она объемная. Вот. Если повторять второй рисунок, если повторять только один раппорт, то мы получим вот уже такую сетку. Такой ажур как бы. Тоже он объемный. С этой стороны так. Тут очень невзрачно.
Это второй вот этот из этого разряда с таким вот невзрачным рисунком. И далее спасибо всем, кто досмотрел до конца. И это, так как я уже говорила, этот состоит из 2 или 3 роликов про то, как сделать этот рисунок на всех иглах немножко проще. Сейчас я вам расскажу. Я просто здесь перейду на вязание на всех иглах. Ставлю сразу на H. Просто такой переход. Ввожу в работу все иглы. У нас остаются отмеченные. Сейчас у нас будет 5 игл. Провяжу я несколько рядов. Сейчас на той же плотности. 6, 5. Сейчас немножко идет туговато. Увеличу плотность на 8-7. Итак, я отвязала, перешла на вязание на всех иглах. Соотношение фантур у нас стоит на H, так как и надо было. Сейчас у нас даже пользуюсь теми же отмеченными иглами. Итак, первый раппорт у нас точно так же пойдет. 4-я игла, группа, что пойдет, извините, не 4-я, а 1-я рабочая игла у нас пойдет вот на эту иглу. Для этого я выдвину каждую вторую иглу. Это группа наша, которая идет влево. И ничего не меняя, также не двигая фантуру, я провожу кареткой. Трансферной кареткой все перенеслось. Аккуратненько убираю это вниз. И далее нам необходимо перенести вот эти иглы сюда. Как я уже сказала, эта игла должна располагаться на шаг вправо от иглы, на которую перенесем. И опять мы делаем шаг вправо. Вот игла оказалась. Эта игла оказалась немножко справа. Так как у нас идет кантик, вот я выдвигаю верхнее положение, ставлю каретку на фантуры и провожу кареткой. Вести каретку надо уверенно. Все, я убираю иглы в нижнее нерабочее положение. Возвращаю их опять обратно в работу. Смотрю, упорядочиваю вот этим рычагом. Иду шаг назад. И упорядочиваю здесь так, чтобы оставались по верхней фантуре крайние иглы. Провязываю 2 ряда. Первый ряд у нас идет с накидами. Второй ряд у нас провязывается. Далее сейчас у нас будет первая рабочая петля. Вот это. У нас должна идти вправо. Поэтому следующая должна идти влево. И она будет переноситься вот сюда. Выдвигаю каждую вторую иглу и провожу кареткой. Все иглы перенеслись, и я их убираю в нижнее положение. Оставшиеся иглы сейчас нам надо будет делать как бы перенос направо.
И не забываем в этом рапорте, что у нас и вот эта игла переносится вправо, поэтому мы ее тоже выдвигаем. И делаем шаг направо, чтобы у нас перенеслись эти же иглы, перенеслись на те же иглы, куда были поставлены иглы, перенеслись, которые переносились влево. И проезжаем кареткой. Вот, все прекрасно перенеслось. Убираем иглы, возвращаем в работу. Клик на место, ориентируемся по этому ряду и вяжем 2 ряда. Раз, два. И таким образом мы продолжаем, пока опять сейчас у нас рабочая первая игла, 5-я, у нас несется влево. Выдвигаем каждую вторую иглу. Кареткой переносим. Убираем их в нижнее положение. Выдвигаем. Сейчас у нас аккуратный раппорт. Выдвигаем, делаем, чтобы игла сюда, клик вправо. И проезжаем кареткой. Все иглы у нас перенеслись. Возвращаем иглы обратно. И соотношение фантур регулируем. Вяжем 2 ряда. Теперь у нас опять раппорт, где первая рабочая игла идет вправо. И мы берем, значит, следующую иглу, которая у нас пойдет перенос влево. Выдвинули. Перенесли. Теперь у нас будет перенос вправо. Не забываем эту иглу. И клик вправо. Ставим каретку. Проехали. Все иглы у нас перенеслись. Вот такую красоту мы получаем. Очень легко. Главное запомнить последовательность движений. Итак, я закончила наш образец. Сняла тут я через колки. И смотрим, что же у нас тут получилось. Вот у меня были теперь 3 маленьких груза. На этот груз довольно-таки серьезный. Надо вешать, если будет большое изделие. И вот наша сетка. Сетка получилась красивая, объемная. Это сетка через иглу. Это сетка на всех иглах. Видите, она объемная, очень красиво смотрится. И на летних изделиях, и также на на кофтах будет совсем красиво смотреться. Также, кому понравился ролик, спасибо за то, что просмотрели. Пробуйте. О том, как настроить правильно трансферную каретку, на канале моем есть ролик, ссылка будет в описании. Также в описании будут ссылки на мой профиль на Facebook, на Instagram, где я выложу схемы этих узоров, ну, от руки нарисованные, но они помогут вам легче понять сам процесс
переноса, схему переноса. Спасибо еще раз всем, кто просмотрел до конца. Приглашаю вас всех на вторую часть этой серии, где мы будем вязать вот эту вот деревенскую сетку, тоже с применением трансферной каретки. Здесь будет немножко другие перестановки игл. Милости прошу вас. Буду рада с вами поделиться своими знаниями. На этом сегодня все. Пока-пока. До новых встреч в следующем ролике.